Татьяна Ф. Вячеслав, насколько важен уровень нахождения глаз художника на пленэре? Например, если фотографируешь почти лежа, сидя или стоя, получаешь совершенно разные кадры. Спасибо за вопрос, Татьяна. Он очень хороший, посвящен композиции. Кстати, у меня есть урок по композиции пейзажа. И там, конечно, все эти ситуации развернуто рассказаны, показаны в многочисленных примерах. Но как мыслить творчески? Как из любого мотива, мы смотрим кругом, извлекать особенное, будоражащее душу? На многочисленных примерах моих работ я показываю разные мотивы, из которых извлечена эссенция моего впечатления, моих ощущений. Это очень важный урок для тех, кто хочет научиться мыслить творчески, замечать в простом величественность нашей природы. И самое главное, преобразовывать ее, используя законы композиции и нарушая их. 13-й урок – композиция в пейзаже. простая ситуация. Лежа вы лежите и фотографируете, или там делаете композицию, решение такое, сочиняете. Когда вы выделить хотите величественность какого-то главного объекта, снизу, когда смотрите, он кажется, низкая линия горизонта, и он возвышается над всем. Если вы хотите показать то, что, с горы, например, смотрите, высокая линия горизонта, то, что внизу, если пейзаж пишете, обилие каких-то ситуаций, улочек, я не знаю, город, сверху крыши, то высокую линию горизонта поднимает. Вы с горы смотрите. А сидите на стульчике на Монмартре, я там стоя писал, линия горизонта где-то так посередине холста, посередине нельзя, не надо. Лучше выше или ниже, чтобы перспектива передавала адекватное положение вас, в вашей этой горизонтальной плоскости, которая и есть линия горизонта, через глаза проходит, чтобы было ощущение у зрителя, что вы не великан и не коротышка. Опытным путем это все достигается, проверяется. Я имею в виду впечатление, которое вы закладываете в композицию. Пугачева арт. Если вредные краски, в кавычках, которые нужно добавлять аккуратно. Например, неаполитанский или королевская голубая. Она мне так нравится, особенно с Ван Диком, что я ее добавляю в смеси и использую в чистом виде. Потом смотрю на свои этюды и не вижу натуральности и чистоты цвета. Посоветуйте, пожалуйста, с какими красками нужно быть аккуратным или вообще исключить из палитры. Можно исключать, например, Цорн так доисключался, что оставил всего 4. Красную какую-то, там не помню, как она называется, охру, черную и белила. Все. У меня на классе сейчас из Англии приезжала Эльвира, и она работала ограниченной палитрой. Смотрите, какие работы замечательно она писала. Так дело не в вредных или невредных красках. Но пусть на палитре будут, я не знаю, все, которыми вы начинаете экспериментировать. Вы сами подберете, какие вам интересны в смесях, какие вы исключаете. Нет такого правила, что какая-то одна, я не знаю, ФЦ вредная. Даже чуть-чуть попадает в какую-то там смесь, она сразу берет все на себя, всю нагрузку. Но без нее не обойтись, когда вы пишете, например, закат. Там настолько зеленый, не выжмите никакого другого зеленого, может, изумрудную, чтобы показать переход такой от фиолетоватого, оранжевого, желтого, в зеленоватого, а потом голубоватого и так далее, в кобальт куда-то, в ультрамарин. Эту растяжку, которая как радуга. Чем вы ее передадите? Так что я за то, что все краски нужны для экспериментов, для того, чтобы научиться просто их видеть в смесях. Кто-то советует охру исключить, кто-то еще что-то. Что это за советы? Мне кажется, они не актуальны. Пусть все будет. Вы в мозгах развиваете видение, прежде всего, тональных связей, а потом уже как добиваться то, что возникает здесь, в черепушке, какой цвет положите, и крутите, мешайте, пока он не появится.
Если он не появился, и вы, попробую, он же не появился, в мозгах у вас одно видение, а тут другое. Вы кладете, придется счищать и добиваться, пока он не будет адекватно тому, которого вы видите. Речь о видении, которое самое главное, в живописи. Видение. Стили потом, они позже приходят. А видение связей, внутреннее видение, как я решу эту задачу, каким способом, каким выразительным способом я сочиню это действо, это очень интересная задача. Ради этого стоит жить. Александр Субботин. «Мазня». Автор — это я, значит, просто учит писать картины, начиная с метода импрессионистов, не зная того, что импрессионисты начинали с классики. А Александр Субботин, видимо, не знает того, что в моих видеоуроках тоже мы рисуем и пишем сначала простые задания, а потом сложные. Ко мне стекаются на живые классы, да и видеоуроки разного уровня люди, художники, и бывает, что зрелые, с образованием, но им чего-то не хватает для того, чтобы... они, видимо, не чувствуют прорыва какого-то внутреннего, считают важным посещать мои классы. Меня это радует. Но и бывают совсем новички. К каждому я стараюсь находить подход на его уровне, какие он задачи перед собой ставит, и мы с ним начинаем их решать, постепенно продвигаясь к пониманию вообще сути живописи, что это такое, как это видимый мир преобразовать в краски, положить на холст, я не знаю, или на бумагу акварельную, и как это решить творчески. В общем, мы занимаемся творческими решениями. Исходя из уровня студента, мы реализуем его задачи и движемся вперед. Вадим Мулица. А где внимание к деталям? Залог профессионализма — внимание к деталям. На мой взгляд, профессионализм прежде всего в целостности произведения. В том, что как бы это условно сказать, не разваливалось все по пятнам, все было как бы собрано, чувствовалась гамма, чувствовался ход мысли, что ли, как подчинить второстепенное главному. А это значит не везде детализировать. Если вы увидели, что где-то не хватает деталей, то это не значит, что в каждой картине их не хватает. Я пишу по-разному. И бывает так, что действительно в работах они выглядят как некоторые, просто там ничего нет. Легкое пустотное решение. Но когда выставишь их все в рядок или повесишь на выставке, тогда можно говорить, достаточно ли внимания к деталям или недостаточно. Потому что смотреть надо на работы художника не на одну, не на две, не на 10, а на 100, на 300, на 1000. Да, конечно, если вы, Вадим, встретите девушку, которая, пуговичка эта одна выше, другая ниже застегнута, например, блуза, вы на нее будете пялиться, на эту пуговичку, вы упустите главное. Может быть, в глазах ее будет столько счастья и любви, а вы не заметите, вы только на эти детали будете смотреть, вместо того, чтобы на главное. Главное мы можем упустить просто. Торопилась она к вам на свидание, неправильно застегнула недочет, например. Простите ее. А может быть, это был, кстати, творческий ход. Чуть-чуть не так. Дырки же делают на коленках. Да и не только. Или там что еще. Или швы, например, такие лохматые, как будто наизнанку надеты. Тоже ход. Просто ход. Но я к чему? Все это второстепенно по сравнению с тем, что человек излучает. Что в его глазах находится. И опять же, это к живописи, если применить, то главное вытягивайте вперед. Вытаскивайте всеми способами, деталями, не деталями, а остальное так более условно решаете. Будет, мне кажется, больше значимости и профессионализма в произведении.
вот прямо сильно вот-вот я запускаю курс цветения персика. Он состоит из 5 уроков, и презентацию вы сможете посмотреть на моем сайте. Прямо буквально вот уже почти закончены все технические работы. В этом курсе, который я сочинял, будучи в Никитском ботаническом саду, недалеко от Гурзуфа, между Гурзуфом и Ялтой, я писал и акварелью, и маслом. 3 близких по сюжету мотива были по-разному решены. Я детально показываю, как велась работа. Маслом проще писать для многих. Акварель более сложная техника, требует понимания, как ее развивать, как ее вести, работу. Поэтому объединение этих 2 техник даст сильный толчок для развития. Вы сможете писать похожие мотивы, цветений сейчас много, и присылать мне работы на разбор. В этом курсе это предусмотрено. Презентация курса и первый бесплатный урок акварелью на моем сайте. Ставьте лайки, друзья, распространяйте мои видео, если они вам нравятся. Ну, пока.